Всем привет! Сегодня я как белка в колесе, тружусь с самого утра, еще ни на минутку не присел. Ну, хоть сейчас уже можно перевести немного дух. Обычно я начинаю трудиться на улице после того, как роса спадет. Ну а сегодня начал пораньше, и к этому времени уже все ежедневные дела закончил. В прошлом видео я скосил траву на сено, второе кос, и говорил, чтобы успеть высушить его, есть только 4 дня до того, как дожди начнутся. Ну вот, сегодня этот день и начался. Сегодня утром, как только проснулся, посмотрел прогноз погоды, и он, как обычно, в последнее время изменился. И обещанный дождь, который должен был начаться поздно вечером, уже показывал с обеда после 3, поэтому и начал сразу суетиться. И как только спала роса, сразу побежал разбрасывать сено, которое было на ночь сложно в копны, чтобы успеть досушить. А часов с 12 небо стало затягивать подозрительными облаками, так сразу приступил собирать то, которое было по суше. Прессовать уже не стал, так сбрасывал навалом, чтобы успеть как можно больше сухого сена спрятать от дождя, чтобы не потеряло товарный вид. Теперь при необходимости затековать его можно будет в любое время в сеновале, хоть и зимой, когда работы будет поменьше. Ну вот и все. Заготовка сена в этом сезоне практически уже закончена. Там только осталась маленькая копочка, которую нужно будет, когда распогодится, разбросать, досушить и перенести. Да и с кошением травы уже не так много будет. Так, кроликам только покашивать. Да и здесь во дворе, если успеет зарасти, то обкосить слегка. Ну еще пойти там вдоль дороги обкосить. Но это уже позже, не сегодня. Там уклон большой, легче будет триммером, а для него нужно ехать в город за топливом, закончились уже запасы. Да и так сегодня уже набегался, угрелся, остыть бы. Как говорится, бойтесь своих желаний, а то, когда находишься в потоке, вселенная подстраивается под тебя, под твои события, и они исправляются буквально в мгновение ока. Немного охладился, но прохлаждаться нет времени. Пока еще дождь не начался серьезно, то нужно пойти сделать еще одно дельце до самого дождя, которое откладывать на сухую погоду никак нельзя. Не замечаете изменений там? Ну, внимательнее посмотрите. А так? Нет? Рога пропали?
Я тоже не сразу заметил, только вчера, когда хотел баню затопить. Все же ураган не прошел бесследно и мой участок. Свалило все же ветром эту огромную иву, и теперь она не торчит из кустов своими сухими ветками, как олени рога. Хорошо, хоть еще на баню не упала, а так бы не было бы где париться и восстанавливать силы каждую неделю после трудовых дней. Хорошо еще, что упала в сторону клена, а то было наклонено туда, и я боялся, что если ляжет, то накроет улья. Там у меня один желтый еще стоит. Я не успел далеко его отодвинуть, как раз бы ветками накрыло. И вот здесь же в кустах есть первородный ульек, в котором пчелы жили до того, как я приехал сюда. Этим летом пчел из него я в новый улик не пересаживал, так как хватало работы с другими, а он был самый сложный, в нем не мог я даже крышу поднять, чтобы посмотреть, какое там состояние, так как соты достроены под самый верх и держатся за крышу. Планирую весной вскрывать этот ящик Пандоры. Только что минус, что дерево зависло и не упало до конца, теперь будет проблемно его разрезать. Так, когда оно стояло вертикально, то было бы намного проще. Залез на него бы и сверху вниз по ярусами распилил. А так теперь нужно думать, что с ним делать. Ну, есть еще время решить эту задачку. Древней буду позже заниматься, после того, как с огородами разберусь. Опаньки. О, гриб веселка. Но уже отсил, а я-то думаю, что тут за аромат за баней такой стоит. Ну что, мороженку съел, и теперь нужно переработать быстрые углеводы тяжелым весом, чтобы не успели в жир отложиться. А если серьезно, то этот участок, где рожь скосил, хочу зафрезеровать, чтобы не дерванел. Ну и посеять на него фацелию, чтоб земля не пустовала. Мне как раз недавно подписчик семена прислал, должно на этот кусочек хватить. Может быть уже и поздно. Зацветет он где-то месяца через полтора, к концу сентября. Но если повезет, как раз попаду на бабье лето, и там пчелкам в зимнюю спячку будет еще где нектаром подкрепиться. Ну а если не повезет, то фацелия хороший сидират, будет удобрение на зиму. Основная ставка на это, так как даже если все звезды сойдутся, будет хорошая погода, она зацветет, то не факт, что мои пчелы полетят на нее, уже есть такой опыт. Ту фацелию, что я сеял возле ульев, они проигнорировали почему-то. Прошелся 3 раза. Третий раз уже практически на всю глубину фрезы. Вот, сантиметра полтора еще остается. Ну, я думаю,
будет достаточно. Практически весь Дереван спрятался. Только что вот не знаю, ливень был сколько, неделю назад, а следов от него и нет, земля, можно сказать, сухая, слегка влажноватая. Да и сегодня обещанного дождя не было. Так покапал, только несколько капель упало, попугал. Зря только я и бегал с языком на плече. Ну, что сделано, то сделано. Буду пробовать. Как оказалось, семян тоже не так уже и много. Буду их рассыпать без добавления песка и опилок, как в прошлый раз. Потому что получилось загусто, а опыта нет, рука не набитая, так буду смотреть, сколько их падает. Ну, медленнее намного, но я думаю, получится эффективней. Семян хватило тютелька в тютельку, зато разбросал равномерно. Ну, тут еще чуть-чуть осталось, сейчас пройдусь, добросаю, и останется только это закрыть и ждать всходов. Ну, а закрывать буду уже не фрезой, потому что тут нужно семена очень мелкие, а небольшую глубину пройдусь грабельками. Пришлось повозиться немного, аж темнеть уже начинает. Но зато еще одно дело сделано. Осталось дождаться дождя, чтобы хоть немного семена смочил и те пустились в рост. Гнать коня в стойло и идти самому отдыхать. Сегодня так хорошенько ударно поработал. Решил сделать несколько вощинок. Сейчас уже практически конец пчеловодного сезона, и все пчеловоды достают рамки оттуда, а не подставляют, не говоря уже про вощину. Ну и я надеюсь, что не буду. Делаю так, на всякий случай. Осталось мне из леса привезти два роя, но они, скорее всего, будут самое сложное для пересадки. Один сидит в старой ловушке, у которой рамки вертикально расположены, а нужно их поставить в горизонтальный домик. А вторая в ловушке бочки, но она оказалась чуть меньших размеров, рамки в нее не влезли и так постоял пустую, только вверху там прилепил небольшой пятачок суши для запаха. Может, придется гнездо поправлять при пересадке. Так поставлю вощинку, чтобы было как направляющая, чтобы они знали, как по рамкам их отстраивать. А то на днях пересаживал рой из ловушки бошки, ту, что пришел повторный, на дубе, которая стояла. Я же им только пустые рамки поставил, вообще без вощины и без суши. Так они отстроили соты поперек рамок. Когда пересаживал, намучился, пришлось разрезать их полосками и разворачивать, как жалюзи.
дождик прошел небольшой, а на фацеле и ни следа не видно. Когда земля голая, солнце, вода быстро испаряется. Ну, надеюсь, что ночью тоже польет. И за ночь, может, семена успеют набухнуть и обойдет. А я, пока пасмурно и не так солнце палит, решил все же прополоть свои грядки второй раз. Многие не делают это такой порой. С одной стороны, овощи подросли, уже достаточно окрепли, и трава не создает им такой конкуренции, а наоборот, слегка стимулирует к дальнейшему росту. С другой стороны, трава создает тень, укрывает землю и не дает влаге так испараться. Да и сколько тут осталось? Через месяц все убирать, а там морозы, зима, это все перемерзнет, перепреет и будет только удобрение. А семена, которые осыпятся, даже если и прорастут, то за зиму перемерзнут уже эти ростки и ничего страшного нету. Но это фатальная ошибка. По идее, в этом году такой порой трава никакого вреда не приносит, а только наоборот пользу. Но если посмотреть в долгосрочной перспективе, то все с точностью да наоборот. Семена, осыпавшиеся сейчас, взойдут очень маленькое количество, а все остальные сохранят свою схожесть на лет 5 вперед. И как только земля немного увлажнится и пригреет солнышком, они будут постепенно всходить. А их осыпется тысячи, если не миллионы. И получится какой-то замкнутый круг. Ты только прополишься, промотыкуешь землю, она вроде бы чистая, слегка увлажнилась, и все, семена начали всходить, и через неделю снова нужно будет полоть. А с каждым годом, если это будет набираться, то это как снежный ком такой соберется. И потом уже вообще без прополки никуда не денешься. Оставлять на грядках такую траву тоже уже не будешь. Семена созрели, если их бросить под ноги, то они, скорее всего, доспеют и все равно осыпятся, получится тот же самый результат. Ну а выносить такое количество травы с огорода тоже жалко, это столько органики выносится. Весной вносишь ее, а осенью, получается, будешь обратно выносить. Какой-то замкнутый круг получится. Ну, я делаю по-другому, за 2 прохода. Прохожу один раз, вырываю сначала то, что с цветами, ну, так как уже проворонил, ничего не поделаешь, придется, и выбрасываю за огород. А потом вторым проходом уже срываю всю оставшуюся траву и бросаю его под ноги. И получается, часть органики больше остается, ну и земля скрытая, и влага не так испаряется. Уже и дождик начинается, ну вроде бы пока еще не сильно, можно будет продолжить. Пока пололся, тут много думал на эту тему. Это что получается, что посеешь, то и пожнешь. Если сорной траве не давать высеиваться, а те семена, которые уже в земле, то с годами выплавятся, то и травы не останется. А с другой стороны, пустая земля тоже нехорошо. Будет постоянно выгорать и вся влага испаряться быстро. И такая дилемма образуется. Так я вот подумал, а что если специально междурядье засеивать какой-то другой травой, ну скажем, теми же самыми сидератами фацелий. И земля не будет пустовать, и в то же время трава будет полезная, помогать растениям, пчелы будут на ней мед собирать, не будет, как говорится, земля пусто. Или, к примеру, белый клевер. Он и растет невысоким, не будет растения затенять, и тоже является медоносом, охотно пчелами посещается. Да и к тому же является еще бобовым азотофиксатором. Будут дополнительное азотное удобрение растениям. А осенью все закультивировал, либо запахал, и будет большое количество органики и гумуса. Не пробовал никто эксперименты такие делать? И эту часть замульчирования так намного легче полоть. В основном только эти дудки посрывать, а остальная трава там где-нибудь проросла, она такая незначительная, можно и не трогать, и не срывать. Но только что тоже все время мульчировать — это довольно такая трудоемкая и тяжелая работа. Придумать бы что-нибудь такое, чтобы вообще ничего не делать, а само все росло.
Все, еще одна работенка на этот году, на этот сезон закончена. Полоться больше не нужно будет. Хорошо. Здесь, где было замульчирование, так по траве, где-нигде быстренько пробежался весь огород, сколько у меня пошло. Где-то часа 4, наверное, на все потратил. То в свекле больше времени провозился, особенно в той, которую первую полол. Она была более заросшая. Да, что последняя, так там где-нигде тоже по травинке. Ну, теперь можно со спокойной совестью идти отдыхать. Вот на этом дубе в этом году за сезон в одну и ту же ловушку поймал 2 хороших рая. Ну, по мне, так это самое идеальное место. На горочке большое дерево, дуб, там полянки с медоносной базой, там есть много полянок таких заброшенных, где никто не косит, ничего не растет. Ну, здесь, конечно, поле с рожью посеяно, или что тут. Но все равно где-нигде пробивается травка, лесок. Там речушка небольшая, точнее канавка. Там тоже есть питьевая база. О, само-то идеально. Весной, когда изучал вопрос ловли раев, я выявил суть, где лучше ставить ловушку, чтобы поймать рой. И это было большое отдельно стоящее дерево на горочке, неподалеку водоем и медоносная база. Но так как я никогда не принимаю информацию за истину, а всегда проверяю на собственном опыте, то, сделав ловушки, решил провести эксперимент и порасставлял их в разных местах с разным набором вот этих вот основных переменных. И по итогу года хочу сказать, что мой эксперимент провалился, так как пчелы по факту влетели во все ловушки, какие бы переменные ни были. Да, это место, вот этот дуб идеальное, которое соответствует всем требованиям, но и сюда прилетело 2 роя в одну и ту же ловушку, но и то из-за того, что я их быстро поменял, а в тех остальных они долго сидели. Но были такие наборы, которые вообще практически не соответствовали. Ну, к примеру, вот этот, где ловушка стоит в низине, в болотистой местности, много травы на каком-то небольшом кусте лозы и вообще невысоко, а на уровне пояса. Ну, либо будет ловушка дальше, сейчас поеду забирать, это та, где она стоит на небольшой яблоньке на уровне где-то груди, шеи и под электропередачами. Казалось бы, вообще несовместимое место с летом пчел. Раеловный сезон уже закончился, и у меня практически осталось поехать только забрать 2 ловушки и все. Но все же решил поставить на этот дуб еще одну ловушку на всякий случай. Мало ли какая семейка недовольна теми жилищными условиями, в которых она сейчас находится, и, глядя на зиму, захочет ее покинуть и улететь. А тут, глядишь, для них домик и готов. Вероятность, конечно, очень маленькая, что пчелы прилетят. Тем более в мою ловушку без суши, а пустые голые рамки лишь только 1 вощинка. Ну, она мизерная, но есть, и вы не поверите, она прямо сейчас исполняется. О, 1 пчелка уже влетела и жужжит, зовет остальных. Только ловушку поставил. Ну, это скорее всего. А остались пчелы из предыдущих моих ловушек, которые здесь были. Вот они здесь сидят, кучкуются и не улетели. О, как они радуются новому домику. А то остались сиротками, без дома, без семьи. А так будет хоть под крышей, укрытая от дождя. А обычно я приезжал забирать ловушки часов в 10, когда совсем стемнеет. Да и то вы сами видели, что некоторые пчелы остаются. Ну а сегодня уже приехал пораньше. Еще вон солнце садится. Потому что
две последние ловушки оставшиеся, они у меня были самые далеко. И чтобы до них добраться, нужно переезжать было две канавы, в которых думал, что после урагана будет большое количество воды. Но по факту, как оказалось, что там воды практически и не было. Ну и еще вторая причина. Позавчера, когда мылся в бане, вспомнил, что я-то веников не заготовил. Посмотрел календарь, вроде бы уже для березы поздно, да и как у нас говорят, что нужно до Петра. Пришел Петрок, опал листок. Ну а по гуглу говорят, что вроде бы в начале августа можно было с дуба запирать. Прошелся, некоторые веточки выбрал. Получится, что несколько сделаю. Ну еще посмотрел, что хороший лист, крепкий, зеленый, еще у лещины. Так нарезал еще и с нее сделаю, попробую, может быть тоже будут веники хорошие. Ну, лучше все-таки хоть что-то, чем ничего. А вот на этом кусте самая последняя ловушка, про которую я говорил, которая не подходит мне под какое описание. Он электропередач, линия. Ну, вода здесь есть. В принципе, медовая база тоже. А вот, походу ураган ее сбросил. Ну, пчелы сидят. Будем забирать их. Главное, чтобы недолго они так сидели в таком положении.